Зимой хозяин этого дома мог проснуться среди ночи не потому, что ему стало холодно. Его будила тишина. Еще несколько минут назад из угла доносилось ровное потрескивание дров. Иногда глухо оседали угли, по стенкам печи проходил едва слышный жар. Теперь ничего этого не было. Огонь погас. За стеной могло быть минус 45. В особенно суровую ночь минус 50. А в отдельных районах северо-восточной Сибири температура могла опускаться еще ниже. Никакого резервного котла в соседнем помещении не существовало. Не было электрического обогревателя, который можно включить в розетку. Не было центральной теплотрассы и аварийной службы, способной приехать через час. Была только семья, деревянный или иной традиционный дом, запас топлива и несколько часов до рассвета. Но если представить, что жители Старой Сибири спасались от зимы исключительно огромной печью, которую круглосуточно топили горами дров, мы упустим самое интересное. Печь действительно была жизненно важна для многих оседлых жителей лесной Сибири. Однако настоящий механизм выживания начинался гораздо раньше, чем в нее попадало первое полено. Он был спрятан в толщине стен, в устройстве потолка, в размере окон, в форме входа, в месте расположения спальных мест, в меховой одежде, в зимнем рационе и даже в том, насколько быстро человек двигался по снегу. А некоторые народы Сибири вообще научились переживать экстремальные морозы в жилищах, которые можно было разобрать, погрузить на транспорт и увезти на новое место. Получается странная картина. Современный дом при серьезной аварии отопления постепенно превращается в холодильник. А люди, не имевшие ни минеральной ваты, ни стеклопакетов, ни газовых котлов, столетиями жили в одном из самых холодных населенных регионов Земли. Как это было возможно? Чтобы ответить, придется забыть привычное представление о старом доме как о примитивной коробке с печью. В Сибири сама жизнь была построена вокруг управления теплом, и ошибка в этой системе могла стоить значительно дороже нескольких некомфортных часов. Сначала важно разобраться с самой цифрой минус 60. Сибирь огромна, поэтому говорить, будто все ее жители каждую зиму месяцами жили при такой температуре, неправильно. В Западной Сибири, на юге региона, в Якутии, на побережьях и в горных районах климат сильно различается. Но на северо-востоке Евразии действительно существуют населенные территории, где морозы ниже минус 50 являются реальностью, а экстремальные значения опускаются еще ниже. Особенно известны Верхоянск и Аймекон. Верхоянск расположен в Якутии, севернее полярного круга. В январе средние температуры здесь находятся далеко ниже тех значений, которые в большинстве европейских городов считались быть чрезвычайной ситуацией. Оймеконская котловина тоже стала символом так называемого полюса холода северного полушария. Причина такой суровости связана не только с широтой. Огромная континентальная территория зимой сильно охлаждается, а особенности рельефа способствуют накоплению холодного воздуха. В котловинах он может застаиваться возле поверхности. При ясной и спокойной погоде Земля продолжает отдавать тепло, и температура падает все ниже. Именно поэтому одна из первых хитростей выживания заключалась в правильном выборе места. Для современного человека разница между двумя участками Земли в нескольких сотнях метров друг от друга может казаться незначительной. Зимой она иногда превращается в несколько градусов температуры и совершенно разную силу ветра. Холодный воздух стекает вниз и накапливается в низинах. Открытое место сильнее продувается. Лес способен частично уменьшить ветер. Рельеф создает естественные укрытия. Близость воды влияет на влажность, туман и состояние почвы. Человек, который собирался жить здесь не одну ночь, должен был учитывать все это еще до строительства. Русские переселенцы, якуты, эвенки, эвены и другие жители огромного региона использовали разные типы жилищ.
Невозможно взять одну конструкцию и объявить ее универсальной для всей Сибири. Но физика для всех оставалась одинаковой. Чем меньше тепла уходит наружу, тем меньше топлива требуется для поддержания жизни внутри. Возьмем обычную, на первый взгляд, бревенчатую стену. Дерево обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем камень или металл. При одинаковой наружной температуре массивная деревянная стена не отводит тепло так быстро, как многие минеральные материалы. Но главное преимущество хорошего сруба заключалось не только в самих бревнах. Самой опасной частью стены становились щели. Даже маленькая щель при сильном ветре превращается в постоянный канал, через который холодный наружный воздух проникает внутрь, а теплый выходит наружу. Поэтому венцы сруба тщательно подгоняли, а промежутки между ними конопатили. Для этого использовали доступные волокнистые материалы, в том числе мох, паклю и другие утеплители в зависимости от места и времени. Задача была простой по формулировке и чрезвычайно важной на практике – остановить движение воздуха. Если посмотреть на традиционный сруб тепловизором, современные глаза сразу увидели бы знакомую проблему. Тепло уходит прежде всего через слабые места конструкции. Люди прошлого не имели тепловизоров, но результат они чувствовали собственной кожей. Если из стены тянуло, ее нужно было уплотнить. Если промерзал угол, искали причину. Если возле двери постоянно появлялся поток холодного воздуха, меняли устройство входа. Многие архитектурные решения, которые сегодня кажутся просто традицией, имели совершенно практическое происхождение. Особенно дорого обходились окна. Современное окно представляет собой сложную многослойную конструкцию. Несколько стекол, герметичные камеры, уплотнители и современные рамы позволяют получать много света, не теряя слишком много тепла. Старое окно было слабым местом дома. Чем больше отверстия в стене, тем больше потенциальные потери. Поэтому окна традиционных северных жилищ часто были сравнительно небольшими. Света становилось меньше, зато сохранялось тепло. Зимой использовали дополнительные способы утепления. Щели закрывали, рамы уплотняли, а сама конструкция могла создавать дополнительный воздушный слой. Воздух снова становился невидимым утеплителем. Тот же принцип работал в одежде, стенах и даже снежном покрове вокруг дома. Но окно было не единственным отверстием. Каждый раз, когда открывалась дверь, внутрь врывалась масса холодного воздуха. Представьте комнату, где температура поддерживается всего за счет ограниченного запаса дров. Снаружи минус 40. Человек открывает дверь прямо на улицу, и часть накопленного за несколько часов тепла буквально вытекает наружу. Поэтому вход старались организовать так, чтобы между жилой частью и улицей существовал промежуточный объем. Сени выполняли роль своеобразного воздушного шлюза. Человек входил с улицы не сразу в теплое помещение. Сначала он оказывался в более холодной промежуточной зоне, закрывал наружную дверь и только потом открывал внутреннюю. Сегодня такой принцип используется в современных зданиях, магазинах и подъездах. Две двери уменьшают прямой обмен воздуха с улицей. Для жителя Старой Сибири это было не вопросом экономии нескольких процентов на счете за отопление. Каждая сохраненная порция тепла означала меньше дров, которые нужно заготовить, привезти, расколоть и сжечь. И здесь мы подходим к тому, что часто забывают, когда говорят о старом отоплении. Дрова не появляются возле печи сами. Чтобы зимой сжечь одно полено, человек должен был начать работу задолго до морозов. Нужно найти подходящую древесину. Свалить дерево. Разделать ствол. Доставить древесину к дому. Распилить или разрубить ее. Высушить. Сложить так, чтобы она не отсырела. И повторить все это огромное количество раз. Зимнее тепло заготавливали летом и осенью.
Плохой запас топлива становился проблемой, которую в январе уже трудно исправить. Даже при наличии огромной тайги нельзя считать древесину бесплатным ресурсом. Она требует человеческой энергии. Чем хуже построен дом, тем больше времени семья должна потратить на заготовку топлива. Поэтому утепление жилища фактически освобождало недели труда. В центре этой системы находилась печь. Русская печь, распространившаяся вместе с русским населением и адаптировавшаяся к местным условиям, была гораздо сложнее обычного открытого костра. Костер быстро нагревает окружающий воздух, но значительная часть энергии уходит вместе с горячими газами и излучением. Когда огонь гаснет, открытое пространство почти сразу начинает охлаждаться. Массивная кирпичная печь работает иначе. Во время топки горячие газы нагревают большую массу кирпича. Затем огонь может погаснуть, но сама печь еще долго отдает накопленное тепло. Это принцип тепловой инерции. Представьте два предмета одинаковой температуры: тонкую металлическую пластину и огромный нагретый камень. Металл быстро остынет. Большая масса материала будет отдавать тепло значительно дольше. Печь становилась таким аккумулятором. Ее нужно было правильно протопить, после чего нагретый массив продолжал обогревать помещение. Именно поэтому огромная печь занимала настолько заметное место внутри старого дома. С точки зрения современного дизайнера, она отнимает слишком много полезной площади. С точки зрения человека, который живет при экстремальном морозе, эта масса является запасом энергии. Но печь выполняла сразу несколько функций. На ней или в ней готовили пищу. Она сушила вещи. На ней можно было спать. Возле нее сушили обувь и рукавицы. Она нагревала дом. В некоторых хозяйственных системах тепло использовалось настолько комплексно, насколько позволяла конструкция жилища. Печь фактически была энергетическим центром дома. И здесь особенно интересна лежанка. Современный человек привык, что спальня может находиться в любом углу дома, потому что температура поддерживается примерно одинаковой. В старом жилище распределение тепла было намного менее равномерным. Теплый воздух поднимается. Возле пола холоднее. Возле наружных стен холоднее. Рядом с массивом печи значительно теплее. Поэтому выбор места для сна имел прямое значение. Печь могла превращаться в огромное нагретое спальное место. Особенно это было важно для детей, пожилых людей и заболевших членов семьи. Ночью человеческий организм становится уязвимее не потому, что перестает производить тепло, а потому, что человек практически не двигается. Мышечная работа резко уменьшается, а несколько часов подряд тело находится в одном положении. Если постель стоит возле холодной стены или непосредственно на холодном полу, теплопотери возрастают. Поэтому спальные места старались располагать там, где сохранялось тепло. Однако печь нельзя было просто топить без остановки. Слишком сильная топка означала лишний расход топлива, риск пожара и опасность перегрева отдельных элементов конструкции. Неправильная работа дымохода создавала угрозу угарного газа. Отопление требовало опыта. Нужно знать, сколько топлива заложить, когда закрывать заслонки, как обеспечить тягу, как определить состояние дымохода, какие дрова использовать. Сырая древесина горит хуже. Значительная часть энергии расходуется на испарение содержащейся в ней воды. Она дает больше дыма и меньше полезного тепла. Хорошо высушенные дрова становятся намного эффективнее. Получается, даже качество отопления зависело от того, что семья сделала за несколько месяцев до зимы. Но что происходило ночью? Неужели кто-то обязательно вставал каждые 2 часа и снова разжигал огонь? Не всегда. Именно тепловая масса хорошей печи позволяла избежать необходимости поддерживать открытое пламя непрерывно.
Дом постепенно остывал, но массив печи продолжал отдавать энергию. Конечно, при экстремальном морозе режим топки становился интенсивнее. Конкретная температура внутри зависела от размеров дома, качества утепления, количества людей и конструкции печи. И здесь важно отказаться от современного стандарта комфорта. Жители прошлого не обязательно стремились поддерживать во всех помещениях стабильные плюс 22 градуса круглые сутки. Главная задача заключалась в создании условий, в которых можно безопасно жить. Человек внутри дома продолжал носить теплую одежду. Постель утепляли. Разные зоны помещения имели разную температуру. Некоторые хозяйственные пространства могли оставаться намного холоднее жилой части. То есть отапливался прежде всего человек и необходимое ему пространство, а не каждый кубический метр здания до одинаковой температуры. Этот принцип становится еще очевиднее, если уйти от русской избы и посмотреть на традиционные жилища коренных народов Сибири. Для кочевого или полукочевого охотника огромный тяжелый дом становится проблемой. Если ресурсы перемещаются, человек должен двигаться вместе с ними. Эвенки на протяжении столетий охотились и перемещались по огромным пространствам тайги. Для такого образа жизни требовалось жилище, которое можно сравнительно быстро установить и разобрать. Одним из вариантов было коническое жилище на каркасе из жердей, покрывавшееся различными материалами в зависимости от времени, региона и доступных ресурсов. Позднее широко использовались и тканевые покрытия, но сама идея намного старше. Коническая форма хорошо подходит для временного жилища. Каркас сравнительно прост. Дождь и снег не задерживаются на почти вертикальных поверхностях так, как на плоской крыше. Внутри можно разместить очаг. Дым поднимается вверх и выходит через верхнее отверстие. Но как такое сравнительно легкое жилище могло работать зимой? Секрет снова заключается не в попытке сделать внутри температуру современной квартиры. Небольшой внутренний объем нагревается быстрее. Огонь находится рядом. Люди одеты в механический. Спальные места дополнительно изолированы. Снаружи могут использоваться покрытия, уменьшающие движение воздуха. Главное преимущество заключается в мобильности. Человек не обязан построить огромный дом в каждом месте, где ему понадобится остановиться. Он переносит основную конструкцию или ее ключевые элементы вместе с собой. Это другой ответ на ту же климатическую проблему. Оседлый житель вкладывает огромное количество труда в тяжелое, хорошо сохраняющее тепло сооружение. Кочевой охотник делает ставку на компактность, одежду, постоянный огонь и способность перемещаться. Нельзя сказать, что один вариант лучше другого. Они решают разные задачи. Но если говорить об экстремальном морозе, особенно интересен опыт якутов. Предки Саха пришли в центральную Якутию из более южных районов и создали хозяйство, в котором важную роль играли скотоводство и коневодство. Им пришлось адаптироваться к климату с исключительно холодной зимой и сравнительно жарким летом. Традиционные зимние жилища Саха отличались от привычной русской избы. Использовались конструкции из дерева, земли, дерна и других доступных материалов. Толстые стены и дополнительная засыпка помогали уменьшать теплопотери. Вход и внутреннее пространство организовывались с учетом холода. Земля сама может становиться утеплителем. На некоторой глубине температура меняется медленнее, чем температура наружного воздуха. Толстый слой грунта обладает большой тепловой массой и защищает от ветра. Поэтому частичное использование земли в конструкции жилища было логичным решением. То же самое можно увидеть у разных народов северных регионов мира. Когда наружный воздух чрезвычайно холоден, выгодно окружить помещение материалом, температура которого меняется медленнее.
Однако у якутского хозяйства была проблема, которой нет у обычного охотника. Скот. Если человек может надеть меховую одежду и сесть ближе к огню, что делать с коровой при минус 50? Животных тоже нужно было защищать. Это означало строительство хозяйственных помещений, заготовку кормов и огромный объем летней работы. Зима начинала определять весь год. Летом человек не просто наслаждался теплом, он готовился к январю. Заготавливал сено, ремонтировал жилище, запасал топливо, готовил одежду, сохранял продукты, проверял хозяйственные постройки. Чем суровее климат, тем меньше возможностей исправить крупную ошибку после наступления морозов. В этом смысле главный секрет зимнего выживания находился не зимой. Он находился летом. Если к ноябрю у семьи мало сухих дров, проблема уже существует. Если крыша протекает, ремонтировать ее при 40-градусном морозе намного сложнее. Если обувь изношена, ждать первой метели поздно. Если животным не хватает корма, никакая хорошая печь людей не решит хозяйственную катастрофу. Поэтому жизнь была подчинена циклу подготовки. Современный человек может купить многие необходимые вещи в любой момент. Традиционное хозяйство зависело от сезона. Некоторые ресурсы доступны только летом. Другие нужно добывать осенью. Третьи требуют недель обработки. Одежда была одним из наиболее важных таких ресурсов. При экстремальном морозе даже идеально теплый дом становится ловушкой, если человек не может выйти наружу. Нужно принести дрова, проверить животных, добраться до соседнего жилья, отправиться на охоту, очистить снег, выполнить десятки других работ. Значит, человек должен уметь создавать собственный переносной микроклимат. Эту функцию выполняла одежда. В разных районах использовались шкуры оленя, мех различных животных, шерсть, ткани и комбинации материалов. Коренные северные народы накопили особенно богатый опыт работы с мехом. Принцип меховой одежды удивительно похож на принцип хорошей стены. Греет не сам материал как источник энергии. Тепло производит человеческое тело. Одежда должна уменьшить скорость, с которой эта энергия уходит наружу. Мех удерживает огромное количество воздуха. Если этот воздух остается относительно неподвижным, он работает как изолирующий слой. Поэтому толстый мех способен защищать даже тогда, когда его собственная температура значительно ниже температуры тела. Но толщина не единственный параметр. Если одежда слишком тесная, утепляющий слой сжимается. Если через нее свободно проходит ветер, теплый воздух постоянно заменяется холодным. Если она намокает, свойства меняются. Поэтому хороший зимний комплект представлял собой систему. Внутренние и внешние слои выполняли разные задачи. Особенно эффективным материалом для сильного сухого холода становилась оленья шкура. Северный олень сам должен переживать экстремальную зиму. Его шерсть прекрасно приспособлена к сохранению тепла. Люди использовали это природное решение для собственной защиты. У народов Северной Сибири существовало множество типов меховой одежды, отличавшихся кроем, назначением и способом ношения. Важна была защита головы. Большая часть проблемы сильного мороза связана не только с общей потерей тепла, но и с локальным охлаждением открытой кожи. Нос, щеки, уши, пальцы. Именно эти участки особенно быстро получают обморожение. Поэтому капюшоны, меховые шапки, высокие воротники и другие элементы уменьшали площадь открытой кожи и защищали от ветра. При минус 50 ветер способен изменить ситуацию за считанные минуты.
Температура воздуха может быть одинаковой, но человек на открытом продуваемом участке охлаждается значительно быстрее, чем за естественным укрытием. Ветер постоянно срывает нагретый телом слой воздуха. Поэтому старая зимняя одежда должна была не только удерживать тепло, но и останавливать воздушный поток. Особое внимание уделялось ногам. Человек может пережить неприятный холод в руке, спрятав ее под одежду. С ногами сложнее. На них приходится вес тела, ими нужно идти, а внутри обуви постоянно появляется влага. Если ноги промокли при сильном морозе, ситуация быстро становится опасной. Поэтому обувь изготавливали многослойной, использовали мех, кожу и дополнительные утепляющие материалы. В разных культурах внутрь обуви могли помещать сухую траву и другие растительные волокна. На первый взгляд, набить обувь травой кажется примитивным решением. Физика говорит обратное. Сухая растительная масса удерживает воздух и способна впитывать часть влаги. Ее можно вынуть, просушить или заменить. Получается дешевый сменный утеплитель, который растет вокруг. Но обувь нужно было постоянно контролировать. Современная ошибка заключается в представлении, будто человек надевает зимний комплект утром и больше о нем не думает. На самом деле, при сильном морозе одежда требует управления. Самая опасная проблема может возникнуть, когда человеку становится жарко. Представьте мужчину, который рубит дрова при минус 40. Первые минуты он чувствует холод. Через 10 минут мышцы активно работают. Организм производит значительно больше тепла. Еще через некоторое время человек начинает потеть. Если продолжать работать в слишком теплой одежде, внутренний слой станет влажным. Пока работа продолжается, это почти незаметно. Затем человек останавливается. И вот теперь влага начинает отнимать тепло. При сильном морозе мокрая одежда может стать опаснее недостаточно толстой и сухой. Поэтому опытный человек регулировал нагрузку и одежду. Во время тяжелой работы можно ослабить верхний слой, открыть ворот, снизить темп. Главная задача – не довести себя до сильного потоотделения. Современные полярники используют тот же принцип. Можно иметь лучшую куртку в мире и все равно создать проблему, если неправильно ею пользоваться. Но одежда защищает только до определенного момента. Что происходило, если человек оказывался далеко от дома? Сибирская тайга огромна. Охотник мог уходить на промысел на многие километры. Возвращаться каждый вечер в постоянное жилье было невозможно. Значит, требовалась система зимних стоянок. В промысловых районах существовали небольшие зимовья и охотничьи избушки. Они могли быть очень скромными по размеру, но именно маленький объем становился преимуществом. Большую комнату трудно прогреть. Маленькую значительно легче. Если внутри находится 1 или 2 человека и небольшая печь, каждый кубический метр лишнего пространства означает дополнительное топливо. Поэтому охотничье зимовье не обязано быть комфортным по городским стандартам. Оно должно быстро нагреваться и защищать от ветра. Человек приходит после многочасового перехода. Внутри почти такая же температура, как снаружи. Первое действие – разжечь огонь. Но здесь возникает проблема, знакомая каждому, кто пытался работать на сильном морозе. Замерзшие пальцы теряют ловкость. Завязать узел становится трудно. Достать мелкий предмет трудно. Разжечь огонь тоже трудно. Поэтому хороший охотник не ждет момента, когда окончательно замерзнет. Он должен остановиться раньше. Это одно из главных правил холодного климата – действовать до того, как ситуация стала критической. Пока руки работают, можно нарубить растопку. Пока человек ясно думает, можно выбрать место. Пока одежда сухая, можно подготовить ночлег.
Переохлаждение опасно еще и тем, что постепенно ухудшает способность принимать решения. Человек становится медленнее. Появляется апатия. Координация ухудшается. И именно тогда нужно выполнять действия, от которых зависит спасение. Поэтому опыт фактически создает запас времени. Опытный житель замечает проблему раньше. Но что, если зимовья нет? Тогда в ход шло знание местности и временных укрытий. В лесу сам снег может стать теплоизолятором. Снежная яма, укрытие возле естественного препятствия, правильно выбранное место за защитой от ветра способны резко изменить условия. Снег кажется холодным, но его температура может быть намного выше температуры наружного воздуха, особенно внутри толстого слоя. Если снаружи минус 40, под глубоким снегом условия могут быть значительно мягче. Главное – создать пространство, защищенное от ветра, и изолировать тело от земли. Нельзя просто лечь на снег и рассчитывать на хорошую одежду. Контакт с холодной поверхностью отводит тепло. Поэтому под человека укладывали ветви, шкуры или другие материалы. Воздушная прослойка снова становилась главным защитником. Но открытый огонь в тайге давал преимущество, которого не имели жители безлесной Арктики. Древесины вокруг много. Проблема заключалась в том, чтобы получить сухое топливо. После снегопада внешняя поверхность дерева может быть влажной, но внутри сухостой или расколотая древесина способны сохранять сухой материал. Опытный человек знал, где искать растопку. Береста особенно ценна благодаря способности сравнительно хорошо загораться и содержанию горючих веществ. Сухие мелкие ветки хвойных деревьев тоже могли использоваться для начала огня. Однако большой костер не всегда лучший костер. Если человек сидит с одной стороны огромного пламени, большая часть энергии уходит туда, где никого нет. Гораздо эффективнее организовать место так, чтобы часть теплового излучения возвращалась к человеку. Для этого использовали отражающие стенки из бревен или выбирали естественное укрытие. Ночевка возле костра требовала постоянного контроля. Слишком близко можно прожечь одежду или перегреться. Слишком далеко – холодно. Огонь постепенно прогорает. Человеку приходится просыпаться и добавлять топливо. И здесь особенно хорошо видно преимущество стационарной печи. Костер быстро дает тепло. Печь его накапливает. Но даже дома огонь не решал другую важнейшую проблему – питание. При сильном морозе организм расходует огромное количество энергии. Человек рубит дрова, ходит по глубокому снегу, перевозит грузы, охотится. Одновременно тело постоянно компенсирует теплопотери. Недостаток еды быстро снижает работоспособность. Поэтому зимняя пища должна была быть калорийной. Мясо, рыба, животный жир, молочные продукты, там, где существовало скотоводство, крупы и другие доступные продукты становились источником энергии. Рацион сильно различался между народами и территориями, поэтому нельзя говорить о едином сибирском меню. Но общий принцип очевиден. Зимой энергия пищи превращается не только в движение. Она буквально становится теплом. 1 грамм жира дает организму примерно 9 килокалорий, значительно больше, чем такое же количество белка или углеводов. Поэтому жирная пища в холодном климате имеет совершенно другой смысл, чем в жизни человека, который весь день находится в отапливаемом помещении. Особенно показателен традиционный рацион северных народов, где продукты животного происхождения могли составлять значительную часть питания. Человек использовал энергию животных, которые сами приспособлены к северной среде. Но пищу сначала нужно сохранить. И здесь мороз становился союзником.
Зимой продукты можно замораживать естественным образом. Рыба, мясо и другие запасы сохраняются значительно дольше при низкой температуре. Однако холод не отменяет необходимость правильного хранения. Нужно защищать пищу от животных, загрязнения и перепадов температуры. Вечная мерзлота тоже создавала необычные возможности. В некоторых районах Якутии мерзлый грунт сохраняется круглый год. Глубокие погреба и ледники могли использовать стабильный холод земли для хранения продуктов. Получается парадоксальная система. Снаружи мороз угрожает человеку, но тот же мороз сохраняет его еду. Задача заключается не в уничтожении холода, а в управлении им. В доме он враг. В хранилище – помощник. На дороге снег мешает движению. Но на санях он создает поверхность, по которой можно перевозить тяжелые грузы значительно легче, чем летом по болотистой земле. Зима не просто закрывала возможности. Она создавала другие. Замерзали реки. И то, что летом являлось препятствием, превращалось в дорогу. Сибирские реки огромны. Летом для их пересечения требуется лодка или переправа. Зимой при достаточной толщине льда по ним можно двигаться на большие расстояния. Для многих районов именно зимний сезон исторически облегчал часть сухопутного транспорта. Сани скользят по снегу. Лошади, олени или собаки могут перевозить груз. Но мороз снова требует знаний. Лед на реке неоднороден. Течение влияет на толщину. Возле определенных участков могут существовать промоины. Снег скрывает слабые места. Человек должен знать маршрут. И здесь появляется еще один важный ресурс – животные. На юге и в центральных районах использовали лошадей. В северных регионах огромную роль играли северные олени. В некоторых районах применялись собачьи упряжки. Животное становилось транспортом в среде, где двигатель внутреннего сгорания появится только через столетия. Особенно удивительна якутская лошадь. Она приспособлена к чрезвычайно суровому климату и способна проводить значительную часть зимы на открытом воздухе. Густой зимний волосяной покров и физиологические особенности помогают ей сохранять тепло. Лошади добывают корм из-под снега, разгребая его копытами. Для человека это означало возможность содержать транспортное и хозяйственное животное в условиях, где обычные породы требуют гораздо более защищенного содержания. Но адаптация животного не отменяет работы человека. Нужно следить за состоянием стада, знать пастбища, понимать погоду, заготавливать дополнительные ресурсы там, где это необходимо. Сибирская зима превращала хозяйство в систему взаимозависимых элементов. Дом зависит от дров. Дрова нужно привезти. Для перевозки нужен транспорт. Животному нужен корм. Корм заготавливают летом. Для работы летом человеку нужна пища. Пища зависит от хозяйства и охоты. Каждый элемент поддерживает следующий. Поэтому катастрофа редко начиналась с самого мороза. Она начиналась с разрушения цепочки. Не заготовили топливо. Потеряли животных. Не хватило корма. Промокла одежда. Заболел человек, который должен был выполнять тяжелую работу. Метель перекрыла путь. Один сбой увеличивает нагрузку на остальные части системы. Особенно опасной была болезнь. Сегодня человек с высокой температурой может лежать в стабильно теплой комнате, пока инфраструктура продолжает работать сама. В старом хозяйстве больной член семьи перестает выполнять свою часть труда. Если заболевают несколько взрослых одновременно, возникает проблема не только лечения. Кто принесет дрова? Кто накормит животных? Кто принесет воду? Кто приготовит пищу?
Поэтому семья и община становились еще одним элементом зимней защиты. Выживание одиночки романтично выглядит в рассказах. Реальная жизнь в экстремальном климате намного эффективнее в группе. Работу можно распределить. С запасами можно поделиться. За заболевшим можно ухаживать. Если у одного хозяйства случается беда, соседи способны помочь. Социальные связи фактически уменьшают риск, так же как толстая стена уменьшает теплопотери. Именно поэтому поселение – это не просто несколько домов, стоящих рядом. Это система взаимной страховки. Но даже внутри благополучного дома существовала проблема, которую современный человек почти не замечает. Вода. При минус 40 наружный колодец, прорубь или другой источник превращают обычное действие в тяжелую работу. Воду нужно добыть и принести. Снег находится повсюду, но растапливать снег для больших объемов воды энергетически дорого. Чтобы превратить лед в жидкость, нужно потратить тепло, а тепло получено из дров. Поэтому жидкая вода была ресурсом, который нельзя считать бесплатным. Если рядом река, во льду делают прорубь. Но прорубь замерзает. Ее нужно очищать. Человек выходит на мороз. Набирает тяжелые емкости. Возвращается. Часть воды используется для приготовления пищи. Часть для животных. Часть для хозяйственных нужд. Каждый литр требует труда. И снова становится понятно, почему старый зимний быт нельзя оценивать только по температуре внутри комнаты. Современный человек может пережить мороз, почти не соприкасаясь с ним. Машина стоит в теплом гараже, вода приходит по трубе, продукты находятся в холодильнике, отопление работает автоматически. Для жителя прошлого мороз присутствовал в каждом бытовом действии. Чтобы получить тепло, нужно выйти за дровами. Чтобы получить воду, нужно выйти наружу. Чтобы накормить животных, нужно выйти. Чтобы пополнить запасы, снова нужно выйти. Дом не отделял человека от зимы полностью. Он давал место для восстановления между выходами в нее. И именно поэтому одежда была почти так же важна, как стены. Есть старое наблюдение, которое хорошо объясняет всю систему. При сильном морозе человек сначала утепляет себя, а уже потом помещение. Если на улице минус 50, невозможно рассчитывать, что между дверью дома и сараем вас спасет температура воздуха. Спасает слой вокруг тела. Но даже хорошая меховая одежда имеет слабые места. Дыхание содержит влагу. Если закрыть лицо тканью слишком плотно, она постепенно намокает и замерзает. Иней образуется возле воротника, усов, ресниц. Материал становится жестким. Поэтому защита лица требует баланса между закрытием кожи и отведением влажного воздуха. Северные народы решали эту задачу различными конструкциями капюшонов и меховой отделки. Длинный мех вокруг лица создает особую зону, где ветер становится слабее. Влага может оседать на кончиках волосков дальше от кожи. Современные производители полярной одежды используют похожую идею. Это хороший пример того, как решение, появившееся задолго до лабораторных испытаний, оказывается физически рациональным. Но настоящий мороз проверяет систему не днем. Он проверяет ее перед рассветом. Именно тогда температура часто достигает минимального значения. Огонь после вечерней топки уже давно погас. Печь остывает. Стены отдают накопленное тепло. За окном темно. Люди спят. Если дом построен правильно, температура падает медленно. Если плохо, холод начинает проникать намного быстрее. На окнах появляется толстый слой инея. В углах может образовываться лед. Вода в холодной части помещения замерзает.
Но человек под теплым покрывалом или мехом продолжает сохранять собственный микроклимат. Утром первое серьезное действие – вернуть тепло. Растопить печь после морозной ночи тоже нужно уметь. Холодный дымоход может давать слабую тягу. Если действовать неправильно, дым пойдет в помещение. Поэтому растопку начинают постепенно, используя сухой, легко воспламеняющийся материал. Когда тяга устанавливается, можно добавлять более крупные поленья. Огонь набирает силу. Нагреваются внутренние каналы. Затем массив печи снова начинает накапливать энергию. Дом словно оживает. Но пока воздух прогревается, люди уже работают. Это важное отличие от современного отопления. Старая система требует постоянного участия. Печь нужно обслуживать. Золу удалять. Дымоход чистить. Топливо готовить. Состояние конструкции контролировать. Ошибка может вызвать пожар. А пожар зимой в Сибири особенно страшен. Потерять дом при минус 40 означает не только потерять имущество. Это немедленная угроза жизни. Поэтому противопожарные меры имели огромное значение, хотя полностью исключить пожары было невозможно. Деревянные поселения горели неоднократно. Печь и открытый огонь одновременно спасали людей от холода и создавали одну из главных опасностей. Этот парадокс сопровождал всю историю отопления. Чем холоднее климат, тем больше огня требуется. Чем больше огня внутри деревянных построек, тем выше риск пожара. Поэтому хорошая печь должна не только эффективно греть, она должна изолировать пламя от горючих конструкций. Но был еще один невидимый враг. Угарный газета. Он не имеет цвета и запаха. При неполном сгорании топлива и плохой вентиляции его концентрация может стать смертельно опасной. В традиционном доме люди не имели электронного датчика, который начинает пищать при повышении концентрации. Безопасность зависела от правильной работы печи, дымохода, тяги и режима заслонок. Закрыть дымоход слишком рано, пока угли еще активно выделяют продукты горения, опасно. Поэтому печное дело было не мелкой бытовой привычкой. Это техническое знание. Хороший печник фактически создавал машину, которая должна годами работать внутри деревянного дома при огромных перепадах температур. Снаружи минус 40. В топке пламя имеет температуру в сотни градусов. Между ними кирпич, глина, металл и человеческий опыт. Но теперь представим, что топлива становится мало. Вот здесь начинается настоящая проверка всей системы. Если запас дров рассчитан неправильно, просто увеличить отопление невозможно. Приходится экономить. Отапливать меньше пространства. Носить больше одежды внутри. Сокращать потери через окна и двери. Использовать тепло приготовления пищи. Переносить жизнь ближе к печи. То есть дом постепенно переходит в аварийный режим. Именно поэтому большие старые дома не всегда означали большие отапливаемые пространства зимой. Хозяйственные зоны могли использоваться иначе, а наиболее теплая жизнь концентрировалась вокруг источника тепла. Современная идея равномерно прогреть каждый угол здания исторически была роскошью. При ограниченном топливе выгоднее создать теплое ядро. Это напоминает меховую одежду. Человеку не нужно нагреть воздух всей улицы. Ему нужно удержать тепло возле тела. Дому не нужно победить температуру всей Сибири. Ему нужно удержать несколько десятков кубических метров пригодного для жизни воздуха. И чем меньше разница между необходимым и избыточным комфортом, тем меньше топлива расходуется. Но иногда никакого дома рядом вообще не было.
Охотник мог оказаться в тайге, когда температура резко падает, начинается ветер или путь домой занимает слишком много времени. И здесь привычная нам цифра минус 60 становится особенно опасной. При таком морозе невозможно долго экспериментировать. Ошибки ускоряются. Металл становится неприятным или опасным для голой кожи. Некоторые материалы становятся хрупкими. Смазки густеют. Кожа быстро охлаждается. Но хуже всего то, что человеческое тело постепенно теряет способность исправлять ситуацию. Сначала замерзают пальцы. Мелкая моторика ухудшается. Человек хуже завязывает узлы и работает с огнивом или спичками. Затем появляется дрожь. Организм пытается производить дополнительное тепло сокращением мышц. Если охлаждение продолжается, мышление ноится менее ясным. Именно поэтому опытный таежник не должен ждать момента, когда почувствует себя действительно плохо. Ночлег готовят заранее. Огонь разводят заранее. Сухую одежду достают заранее. Это правило выглядит скучно, но именно скучные решения спасают жизни. Самая эффектная история – человек почти замерз и в последнюю секунду разжег костер. Самая профессиональная история – человек заметил изменение погоды за 2 часа до этого и вообще не оказался в критическом состоянии. Такой подход пронизывал традиционную жизнь. Зима переживается не силой характера. Она переживается планированием. Даже положение дров возле дома имеет значение. Если весь запас лежит далеко и ночью начинается метель, каждая дополнительная поездка или переноска означает потерю времени и тепла. Часть топлива должна быть доступна. Но хранить его нужно сухим и безопасно относительно огня. То же самое с водой, едой и одеждой. В экстремальной среде расстояние в несколько десятков метров становится фактором. При плюс 20 забытая рукавица означает, что придется вернуться. При минус 50 потерянная рукавица в нескольких километрах от жилья может стать чрезвычайной ситуацией. Поэтому вещи привязывали, укладывали определенным образом, проверяли перед дорогой. Порядок был не эстетикой. Он уменьшал вероятность ошибки. Особенно важен этот принцип для детей. Ребенок теряет тепло быстрее взрослого из-за меньшей массы тела и относительно большой площади поверхности. Он хуже оценивает опасность и может не заметить начало обморожения. Поэтому взрослые должны постоянно контролировать одежду, лицо, руки и ноги детей. Семья при сильном морозе функционирует как единый организм. Одни поддерживают огонь, другие выполняют наружные работы. Кто-то готовит пищу, кто-то ухаживает за животными. Разделение труда уменьшает время, которое каждый человек проводит на холоде. И здесь мы подходим к главному повороту этой истории. Когда говорят о жизни при минус 60 без современного отопления, обычно представляют человека, который научился производить невероятно много тепла. Но жители Сибири решали противоположную задачу. Они старались сделать так, чтобы тепла требовалось как можно меньше. Это принципиально. Толстая стена не производит ни одной калории. Сени не производят тепло. Маленькое окно не производит тепло. Меховая одежда не производит тепло. Сухая трава в обуви не производит тепло. Снег вокруг временного укрытия тоже ничего не нагревает. Но каждый из этих элементов уменьшает скорость потери энергии. Поэтому сравнительно ограниченный источник тепла, печь, очаг или костер, получает возможность справляться с климатом, который кажется несоизмеримо сильнее человека. Система работает слоями. Первый слой – человеческий организм. Он превращает пищу в тепло. Второй – одежда.
Она удерживает часть этого тепла. Третий – жилище. Оно защищает от ветра и уменьшает обмен с наружным воздухом. Четвертый – печь или огонь. Они компенсируют оставшиеся потери. Пятый – социальная система и запасы. Они гарантируют, что предыдущие 4 слоя продолжат работать завтра. Уберите любой из них, и нагрузка на остальные резко возрастет. Если плохая одежда, нужно сильнее греть дом. Если плохой дом, требуется больше топлива. Если мало пищи, человек хуже переносит холод. Если нет запаса дров, прекрасная печь бесполезна. Если человек один и заболел, никто не поддержит систему вместо него. Вот почему никакого одного секрета сибиряков не существовало. Секретом была взаимосвязь. И особенно хорошо она видна там, где мороз приближается к экстремальным значениям. В Аймеконе сегодня есть электричество, автомобили и современные системы отопления. Но даже современная техника сталкивается с проблемами, которые невозможно полностью отменить. Автомобиль при очень сильном морозе трудно запускать. Аккумулятор теряет эффективность. Моторное масло густеет. Резина меняет свойства. Металлические детали испытывают огромные температурные нагрузки. В некоторых условиях машины стараются не оставлять надолго полностью остывшими. Это показательно. Даже двигатель, созданный современной промышленностью, при экстремальном холоде нуждается в специальном режиме. Что тогда говорить о человеческом теле? Но у человека есть преимущество. Он способен менять поведение. Если на улице слишком холодно, можно сократить время работы. Если ветер усилился, изменить маршрут. Если одежда стала влажной, остановиться и просушить ее. Если топливо заканчивается, уменьшить отапливаемое пространство. А главное, можно передавать опыт. Именно накопленный опыт превращал Сибирь из неизвестной угрозы в понятную среду. Человек знал, как звучит снег при разных температурах. Знал, где ветер будет сильнее. Знал, какой участок реки опасен. Знал, какие дрова горят лучше. Знал, сколько топлива понадобится примерно до весны. Знал, как одеться для поездки и как для тяжелой работы. Эти знания невозможно заменить одной толстой шубой. Человек может купить превосходную одежду и все равно замерзнуть, если вспотеет, промочит ноги и потеряется. Можно построить великолепную печь и остаться без тепла, если не подготовить сухое топливо. Можно иметь огромный запас еды и не добраться до него во время метели. Поэтому реальная технология выживания существует не только в предметах. Она существует в последовательности действий. Это особенно заметно в традиционном отношении к прогнозированию погоды. До спутников и метеорологических приложений люди наблюдали облака, ветер, изменение давления по косвенным признакам, состояние снега, поведение животных и другие особенности среды. Конечно, такие методы не давали точности современной метеорологии и не защищали от внезапной непогоды. Но местный опыт позволял замечать повторяющиеся закономерности. А в условиях, где неправильное решение означает ночевку на морозе, даже несколько дополнительных часов предупреждения чрезвычайно ценны. Зимняя дорога тоже планировалась с запасом. Нельзя рассчитывать время так, будто все обязательно пройдет идеально. Лошадь может устать. Сани сломаться. След заметет. Начнется снег. Человек задержится. Поэтому в пути важны запас пищи, инструмент, возможность разжечь огонь и знание мест стоянок. Чем дальше человек удаляется от поселения, тем больше он должен превращаться в автономную систему. Сегодня эту роль выполняет экспедиционное снаряжение. Тогда ее выполняли простые предметы и навыки. Нож.
Топор. Средство для разведения огня. Теплая одежда. Еда. Иногда запасной материал для ремонта. Каждый предмет имел огромную ценность именно потому, что выполнял несколько функций. Топор дает топливо, помогает строить укрытие и ремонтировать. Нож используется для еды, материалов и множества бытовых задач. Меховая вещь – одновременно одежда и дополнительное утепление во время сна. Универсальность уменьшает количество груза. Это особенно важно при движении по глубокому снегу. Каждый лишний килограмм требует энергии. А энергия человека зимой – это пища. Получается, масса груза косвенно превращается в количество еды, которую придется съесть. Система снова замыкается. Даже скорость движения имеет значение. Если идти слишком медленно, тело производит мало дополнительного тепла. Если слишком быстро, человек потеет. Оптимальный темп находится между этими крайностями. Поэтому опытный путешественник при сильном морозе иногда выглядит менее торопливым, чем новичок. Новичок чувствует холод и начинает двигаться быстрее. Через 20 минут ему жарко. Через 40 одежда влажная. На остановке он начинает замерзать. Опытный человек изначально выбирает темп, который сможет поддерживать часами. Это не героическая выносливость. Это управление энергией. То же самое происходило дома. Не обязательно каждый раз доводить печь до максимальной температуры. Нужно поддерживать такой режим, который соответствует теплопотерям дома и запасу топлива. Не обязательно освещать все помещения. Не обязательно нагревать хозяйственные зоны до температуры жилой комнаты. Не обязательно тратить горячую воду там, где можно обойтись без нее. Экономия ресурсов была встроена в быт. Современный человек часто воспринимает экономию как ограничение. В Старой Сибири она была частью устойчивости. Но насколько тепло вообще было внутри? Здесь невозможно назвать одну цифру. Температура зависела от эпохи, региона, достатка семьи, конструкции жилища, качества печи и наружной погоды. Богатый большой дом и маленькое охотничье зимовье – совершенно разные миры. Однако нет причин представлять, что люди обязательно месяцами сидели в помещении при минусовой температуре. Хорошо протопленный и утепленный жилой дом мог быть достаточно теплым. Проблема заключалась в колебаниях. После топки жарко, к утру прохладнее. Возле печи одна температура, возле двери другая. На уровне пола холоднее, чем выше. Люди адаптировали поведение к этой неоднородности. Сегодня инженер старается устранить перепады. Тогда человек использовал их. В холодной зоне можно хранить то, чему не требуется тепло. В теплой зоне спят и работают. Верхние места получают преимущество от поднимающегося воздуха. Печь одновременно становится кухней. Ничего не должно работать только для одной задачи, если можно совместить несколько. И именно эта логика объединяет очень разные сибирские культуры. Использовать доступный ресурс несколько раз. Огонь не только греет, он готовит. Животное не только дает мясо, оно дает мех и другие материалы. Снег не только мешает, он утепляет землю и облегчает движение саней. Замерзшая река не только холодна, она становится дорогой. Лес не только источник топлива, он строительный материал и защита от ветра. Даже навоз в некоторых хозяйственных контекстах мог становиться полезным ресурсом, а отходы органического происхождения возвращались в хозяйственный цикл. Чем дальше от рынков и крупных поселений, тем меньше возможностей просто купить замену сломанной вещи. Поэтому ремонт был нормальной частью жизни. Одежду чинили. Обувь чинили. Сани чинили. Дом постоянно обслуживали.
Печь ремонтировали. Инструменты берегли. Сегодня дешевый предмет иногда проще выбросить. Тогда выброшенный предмет означает, что новый придется изготовить вручную или ждать возможности получить его через торговлю. Зима усиливала эту зависимость. Если вещь ломается летом, есть время. Если она ломается в январе во время поездки, время исчезает. Но самый суровый сценарий начинается, когда человек теряет огонь. Не дома, где есть запас растопки и инструменты, а далеко в тайге. Представим охотника, который остановился на ночь. Температура около минус 45. Ветер слабый, поэтому условия пока терпимы. Он разводит костер и сушит часть одежды. Ночью ветер меняется. Искры уходят в сторону. Огонь начинает быстрее расходовать топливо. Человек просыпается и понимает, что запас приготовленных дров почти закончился. Если он просто останется лежать, через некоторое время костер погаснет. Если выйдет за древесиной слишком поздно, успеет сильно охладиться. Поэтому он встает до того, как становится по-настоящему холодно. Это и есть разница между опытом и реакцией на кризис. Опыт действует на один шаг раньше. Можно сказать, что жители Сибири выживали зимой благодаря постоянному небольшому страху перед будущим. Не панике, предусмотрительности. Человек знает, что ночь будет холоднее вечера. Поэтому дров должно быть больше, чем кажется необходимым сейчас. Знает, что снег может закрыть дорогу. Поэтому нельзя откладывать поездку до последнего. Знает, что одежда изнашивается. Поэтому ее ремонтируют до того, как появляется большая дыра. Знает, что животным понадобится корм в марте так же, как в декабре. Поэтому запас рассчитывают на весь сезон. Холод заставляет думать вперед. Именно поэтому весна не означала мгновенное освобождение от зимы. После долгих месяцев запасы истощались. Люди уставали. Животные теряли массу. Дров становилось меньше. Период перед настоящим потеплением мог быть очень сложным. Зима побеждается не в январе. Она побеждается тогда, когда семья доходит до нового сезона с достаточными ресурсами. Это важная деталь, потому что мы часто оцениваем экстремальный мороз как краткое испытание. Минус 60 звучит страшно, но один такой день при хорошем запасе топлива можно пережить. Гораздо тяжелее 4 или 5 месяцев постоянного холода. Проблема не только в минимальной температуре. Проблема в накоплении нагрузки. Каждый день нужно топить. Каждый день есть. Каждый день ухаживать за хозяйством. Каждый день одежда изнашивается. Каждый день расходуются запасы. Поэтому устойчивость системы определяется не тем, способна ли она выдержать одну рекордную ночь. Она должна работать сотни дней подряд. И здесь становится понятна ценность простоты. Сложная машина может быть очень эффективной, пока исправна. Простая печь, топор, сани и меховая одежда имеют другое преимущество. Человек понимает их устройство и часто способен ремонтировать самостоятельно. Это не делает старые технологии лучше современных. Современное отопление значительно удобнее, безопаснее и эффективнее во многих отношениях. Но старая система была адаптирована к миру, где внешней инфраструктуры почти нет. Человек должен быть способен поддерживать ее собственными силами. В этом и заключается фундаментальное отличие. Сегодня тепло приходит в дом по трубе, проводу или вместе с доставленным топливом. Тогда цепочка энергии часто находилась перед глазами человека от начала и до конца. Вот дерево в лесу. Вот топор. Вот полено. Вот печь. Вот нагретый кирпич. Вот тепло комнаты.
Цена каждого градуса была понятна физически. Человек сам переносил ее на своих плечах. Возможно, поэтому старые дома и бытовые привычки настолько настойчиво экономили тепло. Каждая щель в стене означала дополнительные поленья. Каждое лишнее открывание двери — еще немного работы. Каждая влажная вещь — дополнительное время возле печи. Физика превращалась в быт. И если вернуться к ночи, с которой мы начали, тишина погасшей печи уже не выглядит немедленным приговором. Если дом построен хорошо, массив печи нагрет, двери закрыты, стены уплотнены, люди находятся в теплой одежде и постелях, температура не обрушивается мгновенно. У семьи есть время. Именно время является настоящим продуктом хорошей теплоизоляции. Толстая стена не делает улицу теплее. Она замедляет наступление холода внутри. Массивная печь не горит всю ночь. Она растягивает энергию вечернего огня на несколько часов. Мех не создает тепло. Он замедляет охлаждение тела. Запас еды не прекращает зиму. Он позволяет переждать период, когда добывать пищу трудно. Почти каждая традиционная технология Сибири работала одинаково. Она покупала человеку время. Время до следующей топки. Время до возвращения домой. Время до окончания метели. Время до весны. И, возможно, именно это лучше всего объясняет жизнь при экстремальном морозе. Человек не способен победить температуру минус 60 на открытом воздухе. Он слишком мал по сравнению с окружающей средой. Никакой костер не нагреет тайгу. Никакая печь не нагреет долину. Поэтому бороться со всей зимой бессмысленно. Нужно уменьшить масштаб задачи. Не нагревать Сибирь. Нагреть один дом. Не нагреть дом целиком до одинаковой температуры. Нагреть жилую зону. Не пытаться сделать улицу комфортной. Создать несколько сантиметров теплоизоляции вокруг тела. Не иметь бесконечный запас топлива. Сделать так, чтобы каждый килограмм дров работал как можно дольше. Когда задача уменьшается до такого масштаба, минус 50 перестает быть непреодолимой стеной. Он остается смертельно опасным морозом, но между человеком и ним появляется система барьеров. Первый барьер — механический. Следующий — стена. Потом воздух внутри стены и одежды. Потом тепло печи. Потом пища. Потом запас топлива. Потом знание семьи. И только если несколько барьеров рушатся одновременно, ситуация становится действительно критической. Именно так происходили многие трагедии. Не просто было слишком холодно. Человек потерял дорогу, затем промочил обувь, затем не смог развести огонь. Или семья потеряла дом при пожаре во время сильного мороза. Или закончились запасы после неудачного сезона. Катастрофа возникает как цепочка. Поэтому традиционная система старалась не допустить первого звена. Эта логика сохранилась и сегодня. Современный житель Якутии может пользоваться центральным отоплением, автомобилем и смартфоном, но при поездке далеко от населенного пункта все равно должен учитывать холод. Машина может сломаться. Связь пропасть. Погода изменится. И внезапно древние правила снова становятся актуальными. Теплая запасная одежда. Средства для огня. Еда. Инструменты. Понимание расстояния. Предупреждение других о маршруте. Нельзя полностью передать ответственность технике, когда окружающая среда настолько сурова. В этом смысле минус 60 уравнивает эпохи. Конечно, современный человек защищен намного лучше. Но физика тела не изменилась.
Наша нормальная внутренняя температура осталась примерно той же. Пальцы по-прежнему теряют чувствительность. Влажная одежда по-прежнему опасна. Ветер по-прежнему ускоряет охлаждение. Пища по-прежнему является источником энергии. Воздух по-прежнему остается хорошим утеплителем, если удерживать его неподвижным. Поэтому многие старые решения выглядят удивительно современно. Многослойная одежда. Воздушный шлюз возле входа. Массивный тепловой аккумулятор. Зонирование помещения. Использование локального отопления. Защита от ветра. Контроль влажности. Это термины, которые сегодня можно встретить в инженерных статьях. Люди прошлого называли все иначе или вообще не формулировали физический принцип словами. Им было достаточно знать, что так работает. Если определенная форма одежды лучше сохраняет тепло, ее повторяют. Если дом с маленькими окнами требует меньше дров, это замечают. Если сени уменьшают выхолаживание, они становятся частью архитектуры. Если сухая трава помогает сохранять ноги теплыми, ее используют. Поколения фактически проводили огромный эксперимент методом проб и ошибок. И условия этого эксперимента были жестокими. Неудачное решение не просто получало плохую оценку. Иногда оно стоило жизни. Поэтому особенно эффективные методы закреплялись в культуре. Вот почему традиционное знание нельзя считать набором суеверий, только потому, что его создатели не записывали формулы теплопроводности. Разумеется, среди старых представлений существовали ошибки и поверья. Но практические технологии, от которых ежедневно зависела жизнь, проходили постоянную проверку реальностью. Печь либо греет, либо нет. Одежда либо защищает, либо человек мерзнет. Сани либо выдерживают путь, либо ломаются. Дом либо сохраняет тепло, либо требует слишком много топлива. Мороз очень быстро отделяет красивую идею от работающей. Именно поэтому самая интересная часть истории Сибири заключается не в рекордных температурах. Минус 60 – всего лишь число. Гораздо важнее то, что происходило утром после такой ночи. Люди вставали, разжигали печь, кормили животных, приносили воду, шли за дровами, отправлялись в дорогу, чинили вещи, готовили пищу. Дети росли. Старики рассказывали истории. Жизнь продолжалась. Для путешественника экстремальный мороз – чрезвычайное событие. Для постоянного жителя мороз становится частью календаря. И это меняет психологию. Нельзя каждый день воспринимать холод как катастрофу. Нужно превратить борьбу с ним в рутину. Дрова лежат там, где должны лежать. Топор находится на своем месте. Одежда высушена. Печь проверена. Запасы подготовлены. Маршрут известен. Рутинность и была одним из главных достижений. Человек превращал смертельно опасную среду в набор обычных ежедневных действий. Но была цена. Огромное количество труда. Современное отопление скрывает этот труд от пользователя. Мы нажимаем кнопку и почти не думаем, сколько людей добыли топливо, построили электростанцию, проложили трубы или обслуживают сеть. В старом сибирском доме энергетическая система была физически видна. Если зимой тепло, значит, кто-то летом работал. Если на столе есть еда, значит, ее заранее добыли или вырастили. Если ребенок одет в хороший мех, кто-то подготовил и сшил одежду. Если лошадь переживает зиму, кто-то позаботился о хозяйстве. Комфорт был накопленным трудом. Именно поэтому сильная семья или община получала преимущество не только из-за количества людей.
Больше людей означает возможность распределить работу по сезонам и задачам. Один человек физически не способен одновременно заготавливать огромный запас дров, следить за животными, добывать пищу, ремонтировать дом и выполнять все остальные работы. Разделение труда увеличивает устойчивость. В суровом климате культура сотрудничества становится технологией не меньше, чем печь. Это, пожалуй, самая недооцененная часть ответа. Мы спрашиваем, как человек переживал минус 60, и ищем предмет. Особую печь, особую шубу, особый дом. Но отдельный человек редко создавал все необходимое один. За его теплом стояла сеть людей. Кто-то построил печь, кто-то заготовил древесину, кто-то изготовил одежду. Кто-то вырастил или добыл пищу. Кто-то передал знания. Даже самый опытный охотник зависит от труда других. Поэтому настоящий сибирский обогреватель был распределен между домом, природными ресурсами и обществом. И если посмотреть на него именно так, становится понятно, почему некоторые технологии сохранялись столетиями. Они были не идеальными, но они соответствовали среде. Бревенчатый дом логичен там, где много леса. Меховая одежда логична там, где существуют животные, адаптированные к холоду. Сани логичны там, где снег покрывает землю месяцами. Массивная печь логична там, где требуется накопить энергию от периодической топки. Мобильное жилище логично для людей, которые должны следовать за ресурсами. Ни одно решение нельзя полностью понять отдельно от образа жизни. Попробуйте перенести тяжелую русскую печь в жилище кочевого оленевода, и она уничтожит мобильность. Попробуйте заставить оседлую большую семью жить всю зиму в легком переносном жилище, когда рядом есть лес и возможность построить постоянный дом, и преимущества тоже исчезнут. Правильная технология зависит от задачи. И именно поэтому Сибирь породила не один способ борьбы с холодом, а множество. Но у них был общий принцип. Никогда не тратить тепло без необходимости. Не выпускать его через щели. Не отдавать ветру. Не терять через мокрую одежду. Не прогревать лишний объем. Не сжигать сырые дрова, если можно подготовить сухие. Не ждать кризиса, если можно подготовиться заранее. Это звучит почти слишком просто. Но при минус 50 простые правила становятся вопросом жизни. Возможно, именно поэтому человеку из современного города так трудно представить старую сибирскую зиму. Мы думаем о морозе, как о температуре на улице. Для жителей прошлого мороз был системой ограничений. Он определял размер окна, толщину стены, количество корма, маршрут дороги, время работы, тип одежды, запас еды, место сна, даже отношения между людьми. Зима буквально проектировала общество. Она заставляла думать на несколько месяцев вперед, заставляла ремонтировать вещи, заставляла ценить топливо, заставляла сотрудничать, заставляла знать окружающую среду намного лучше, чем знает ее большинство современных людей. И все же человек не просто существовал внутри этой системы. Он находил место для обычной жизни. Это важно помнить. Когда мы говорим «выживали при минус 60», возникает образ постоянной борьбы, где каждую минуту кто-то спасается от смерти. Реальность сложнее. Экстремальные температуры были опасны, но большая часть зимы состояла из повседневных дел. Люди праздновали, общались, работали, создавали семьи, делали вещи, торговали, путешествовали, рассказывали истории. Для них Сибирь была не экстремальным туристическим маршрутом. Она была домом.
И это, возможно, сильнее всего меняет взгляд на старые технологии. Иглу, изба, юрта, переносное жилище или охотничье зимовье создавались не для рекорда выживания. Они должны были дать человеку возможность жить достаточно нормально, чтобы он перестал каждую секунду думать о холоде. Настоящая победа над морозом наступает не тогда, когда человек героически выдерживает его. Она наступает тогда, когда он может заниматься обычными делами, пока за стеной -40. Поэтому возвращаемся к тому дому и той ночной тишине. Огонь погас. Снаружи экстремальный мороз. Но семья не начинает паниковать. Стены еще удерживают накопленное тепло. Массив печи остается теплым. Люди спят на утепленных местах. Одежда находится рядом. Сухие дрова заготовлены заранее. Утром огонь разожгут снова. И вся система продолжит работу. Самое удивительное здесь не то, насколько жаркой была печь, а то, насколько мало тепла люди позволяли зиме украсть. Именно в этом заключается ответ на вопрос, как жители Сибири переживали морозы, способные опускаться к -60 задолго до современного отопления. Они не пытались круглосуточно производить невозможное количество энергии. Они строили жилища, которые медленно ее теряли. Использовали печи, способные накапливать тепло. Носили одежду, создававшую вокруг тела слой неподвижного воздуха. Заранее готовили топливо и пищу. Использовали животных и зимние дороги для транспорта. Сохраняли продукты самим холодом. Знали, когда выходить в путь и когда оставаться дома. И самое главное, превращали знания в привычку еще до того, как приходил настоящий мороз. Человек, который впервые попал при -50, видит угрозу повсюду. Человек, выросший в такой среде, тоже понимает угрозу, но одновременно видит решение. Вот лес, из которого можно получить топливо. Вот снег, по которому пойдут сани. Вот замерзшая река, которая стала дорогой. Вот мех, удерживающий тепло. Вот место, где ветер слабее. Вот сухое дерево. Вот дом, который нужно подготовить до холодов. Окружающая среда остается той же. Меняется количество информации, которое человек способен из нее извлечь. И, возможно, поэтому главным оружием против сибирской зимы никогда не была самая большая печь. Им была способность заранее знать, где именно завтра потеряется тепло, и не позволить ему потеряться. Потому что при -60 поздно начинать думать о зиме после того, как стало холодно. К этому моменту все необходимое уже должно быть сделано. Дом построен. Щели закрыты. Печь исправна. Дрова высушены. Еда запасена. Одежда подготовлена. Дороги изучены. Животные обеспечены кормом. Люди знают, что делать. И тогда экстремальный мороз остается чрезвычайно опасным, но перестает быть непобедимым. Не потому, что человек стал сильнее природы, а потому, что за тысячи зим он научился не бороться с ней напрямую. Он научился оставлять между собой и морозом достаточно маленьких препятствий, чтобы вместе они превращались в одну большую защиту. Стена останавливает ветер. Мох закрывает щель. Сени удерживают холод у входа. Печь сохраняет энергию огня. Мех сохраняет энергию тела. Еда дает организму новое тепло. Семья поддерживает хозяйство. Летняя работа поддерживает зимнюю жизнь. И когда все эти элементы соединяются, становится возможным то, что со стороны кажется почти невероятным. Проснуться утром в одном из самых холодных мест планеты, растопить печь, одеться и выйти наружу заниматься обычными делами.
За дверью может быть минус 50. Иногда еще ниже. Но человек уже не выходит туда беззащитным. Между ним и морозом стоят сотни лет накопленного опыта. Именно поэтому Старая Сибирь была не историей о людях, которые каким-то чудом терпели невозможный холод. Это была история о людях, которые настолько хорошо поняли холод, что превратили борьбу с ним в повседневную технологию. И если убрать из этой истории печь, мех, толстые стены и дрова, останется самое важное — подготовка. Потому что при экстремальном морозе тепло можно получить снова. А потерянное время уже нет.